Доктор, можно ли использовать семена льна, чиа и тыквы вместе? Да, можно. Можете, например, дневная доза семян 2 столовые ложки. Можете каждый из этих семян положить понемногу и использовать вместе. Тыквенные семена нельзя людям, у которых есть дивертикулиты. Я сам их использую все вместе. На самом деле. И утром использую, в обед, но вечером практически не использую, утром и в обед. Утром в последнее время, это как привычка уже, столовая ложка семян. Это может быть комбинировано все семена или может быть одно из семян. Можно ли кефир с ложкой подсолнечного масла? Можно, почему нет? Если вы берете кефир обезжиренный, его хотите чуть-чуть жирность добавить, то надо просто брать кефир нормальной жирности. А если вы хотите от этой какую-то супер пользу, но я не вижу здесь логики, как может это дать пользу. Лучше всего и пейте кефир, и ешьте отдельно подсолнечное масло. А лучше не кефир с подсолнечным маслом, лучше в кефир добавьте 1,5-2 ложки семян. Семена чиа, семена льна или тыквенные семена. Вот тогда будет настоящая польза. Веду правильный образ жизни, правильно питаюсь, физическая активность есть, но холестерин все равно высокий. С чем это связано? Здесь нужно определить, возможно, у вас генетическая гиперхолестеринемия, наследственная. Для этого вы должны сдать анализы не только на липидограмму, да, это холестерин, липопротеины низкой плотности, высокой, триглицериды и так далее, но и аполипопротеин А и аполипопротеин Б, такие белки есть. Вот когда вы их определите, вы сразу поймете, доктор вам сразу объяснит, что это такое и почему у вас холестерин высокий. Если нет желчного пузыря, можно голодать? Можно. Почему нет? У вас же просто пузыря нет. Желчь идет прямотоком, и желчь у вас не концентрированная. Поэтому голодайте, пожалуйста. Вот когда желчный пузырь есть, им не очень хорошо много голодать, потому что в желчном пузыре при голодании могут образоваться камни. А когда нет, такого риска нет. Главное понимать цель голодания и правильно это делать. У меня есть ролик про голодание, посмотрите. Можно ли фрукты перед завтраком? Нельзя. Во-первых, фрукты — это активные кислоты. Когда мы их едим натощак, не очень полезно для слизистой желудка, пищеварительной системы. Во-вторых, фруктами вы сбиваете аппетит. Вы не будете есть основной завтрак нормально. Вам сложно будет без основного завтрака дотянуть до обеда. Тем самым вы нарушите режим питания. Лучше ешьте фрукты после завтрака через 30 минут. Можно ли избежать заболеваний моих родителей, если я изменю образ жизни, образ питания и так далее? Конечно, можно. Наследственность доказана. Это всего лишь 20-25%. Все остальное — это наш образ жизни, питание, наши привычки. На наследственность полагать — это тоже, что и полагать на карму. Можно говорить, что у меня плохая карма и ничего не делать. Также можно говорить, у меня плохая наследственность и тоже неправильный образ жизни вести и говорить, что все, я обречен. На самом деле же это не так, и ученые об этом говорят, это все доказано, медицина об этом говорит. Даже в отношении онкологических заболеваний тоже всего 25%, 20-25% имеет. Можно ли молоть семена льна перед употреблением? Молоть именно семенами льна, кстати, можно. А вот семена чиа, тыквенные семена, я не рекомендую молоть. Это же нерастворимая клетчатка. Они должны быть грубыми, чтобы раздражать кишечник и чтобы вызывать перистальтику. А вот семена льна, они и так, вот если вы молите, варите кефир, там другая клетчатка, она такая водянистая клетчатка, да, набухающая, растворимая клетчатка. Но имейте в виду, все эти семена нельзя молоть до порошка, прямо до муки. Это плохо, может образовать такую каловую пробку, что потом тяжело будет выгнать оттуда. Что вы думаете про подсолнечное масло? Подсолнечное масло полезно, но из всех растительных масел подсолнечное масло самое бесполезное, так скажем, да, не полезное, потому что там много омега-6 жирных кислот. Как мы знаем, правильное питание гласит о том, что у нас должен быть баланс, правильный баланс омега-6 и омега-3 жирных кислот. То есть их должно быть где-то
1 к 1 это вообще супер. 1 к 4 это удовлетворительно. Если больше, там, например, 1 омега-3 и 6 или 8 там, омега-6, тогда плохо. Вот имейте в виду, что омега-3 содержится в немногих продуктах, которые мы употребляем. Оливковое масло, да, и то там альфа-линоленовая кислота, которая самопревращается потом омега-3. Мы можем пить омега-3 или орехи, вот семена, чиа, льна там тоже есть. А вот омега-6 везде. Все жиры имеют омега-6 жирной кислоты. Плюс еще в подсолнечном масле очень много омега-6. В этом плане подсолнечное масло получается бесполезный продукт. Как правильно потреблять льняное масло? Как любое растительное масло вы можете потреблять. Если вы хотите потреблять столовой ложкой по утрам, так тоже можно. Можете добавлять в салаты, можете добавлять в каши, в еду. Как вам угодно, потребляйте. Но многие же люди это масло не очень любят из-за его вкуса. И здесь имейте в виду, что если вы следите за калориями, все эти масла, льняное, оливковое, очень калорийные продукты. 100 грамм льняного масла практически 900-950 килокалорий дает. Поэтому вечером их лучше не употреблять, утром больше на утро. Можно ли голодать с камнями в желчном пузыре? Но если у вас маленькие камни в желчном пузыре, то у вас есть риск при голодании желчекаменной болезни, то есть печеночной колики. Камни могут пойти в проток, но и еще они могут расти, потому что само голодание повышает риск образования камней в желчном пузыре, а если там уже есть камни, то они могут еще больше на себя конгломерировать всякие частички и расти в размере. Поэтому камнями в желчном пузыре голодать можно, но под присмотром врача и по разрешению врача. Можно ли лечить псориаз методами тибетской медицины? Псориаз, как конкретно заболевание, методами тибетской медицины не вылечишь. Если у вас все с соматическим состоянием все хорошо, но при этом вас беспокоит только псориаз, вряд ли тибетская медицина поможет. Но многие люди, кто болеет псориазом, у них есть множество дисбалансов в организме, много накопленных процессов. Поэтому я лечу общее состояние, общий организм, то есть создаем состояние гармонии, внутренние механизмы саморегуляции включаем и так далее. И люди с псориазом видят, что со псориазом у них намного лучше становится. Если вы мой пациент, и вы приходили с такой проблемой, и у вас были хорошие эффекты, напишите под этим роликом свои комментарии. И таких пациентов, кстати, много. И у нас в таком случае происходит такой честный диалог. Да, вначале я говорю, что я не лечу псориаз, но у вас есть столько проблем. Человек с этим соглашается. Если он хочет попробовать полечиться, мы начинаем. Многие люди соглашаются, так как мои методы лечения, они не вредят организму. Максимум, что может быть, не помочь. Чувство любви к миру влияет на иммунитет? Конечно. Я придерживаюсь того мнения, что чем человек радостнее, счастливее, позитивным настроем, открыт к этому миру, тем у него иммунитет лучше. А вот это другие эмоции негативные, зажатость, страхи, гнев, недоверие, зависть и так далее, негативные эмоции, они как бы пожирают нас изнутри. И в первую очередь нашу иммунную систему. И это влияет напрямую на наше здоровье. Вот в тибетской медицине говорится о том, что человек — это и есть психофизическая совокупность. То есть у нас есть тело, и у нас есть сознание, душа, или как мы называем по-разному. Да? Вот они все время взаимозависимы, то есть все время в контакте находятся. Все, что происходит у нас в голове, отражается на нашем теле. Все, что происходит с нашим телом, отражается на нашем уме, на нашем настроении. В конце концов, болит зуб, вы будете счастливее? Вас будет беспокоить боль, у вас не будет настроения. Но если у вас что-то внутри, в душе плохо, вы будете счастливы, ваше тело будет испытывать энергию, вам будет хотеться бегать там радостно? Нет, конечно. Вы будете внутри чувствовать какую-то опустошенность.
апатию. Как вы относитесь к приему статинов? Очень сложный вопрос и в то же время простой. Я против статинов. Но если человек запустил свое состояние до такого, что у него повышенные уровни липопротеинов низкой плотности, что у него атеросклеротические изменения в сосудах, то есть бляшки в сосудах много, у него артериальная гипертония, повышенное давление и все риски, которые могут привести к инсульту, к инфаркту, тогда такому человеку нужно принимать статины. И я считаю, что обязательно. Потому что статины не только снижают уровни липопротеинов низкой плотности, но и стабилизирует бляшки, делает стабильными. Вот этот риск, что оторвется что-то, да, и полетит с током крови куда-нибудь, уходит. А вот просто так, при первых же анализах, когда повышены холестерины, принимать статины я не вижу смысла. Потому что есть множество методов, и без статинов можно снизить холестерин. Это изменение образа жизни, питания, двигательная активность. Но все это зависит от вашего индивидуального состояния, возраста, давности процесса, риска и так далее, и так далее. Много. Вот какое у меня отношение к статинам. Рациональное. И я должен сказать, что каждый человек так должен думать. Ну, я хотел бы так. Потому что когда мы категорически против чего-то, мы упускаем момент, когда мы могли бы спасти себе жизнь. Когда мы при первых же каких-то моментах начинаем сразу, вот, ну, как вот я всегда люблю говорить, если организм рассматривать как часовой сложный механизм, у вас повысились уровни холестерина и вам назначили статины, это как вот часовой этот сложный механизм чинить каким-нибудь кувалдой, да? Это то же самое на самом деле. Можно применить намного более тонкие инструменты и попробовать снизить холестерин. Можно ли голодать при диабете? Голодать при диабете нельзя. Там есть свои нюансы, которые нужно учитывать. А вот интервальное питание нужно. Вы должны есть мало углеводов, низкоуглеводная диета, 3 раза в день и порции уменьшить. Это будет намного полезнее любого голодания. Тем более при сахарном диабете. Но это общие рекомендации. Конечно, лучше всего обращаться к врачу, лечить сахарный диабет. Сахарный диабет 2 типа – это заболевание, которое лечится. И у меня есть пациенты, которые полностью избавились от сахарного диабета. Здесь результат зависит не только от врача. Результат зависит от пациента, даже я бы сказал на 70%, от его мотивации, от его готовности меняться. Я по утрам натощак принимаю пол чайной ложки куркумы и пол чайной ложки нима. Все это разбавляю водой. И вечером принимаю чайную ложку трифалы. Это нормально? Да, очень хорошо. И плюс к этому, если у вас еще и правильный образ жизни и питание трехразовое, да, завтрак, обед, ужин, и есть двигательная активность, тогда вообще супер. Но если этого нет, только вы пьете куркуму с нимом и трифалу, то это сомнительно. Если женщина 50+ не ест мясо, чем можно заменить, кроме бобовых? Ну, соевые продукты, там много белка. Грибы, ну и цельнозерновых тоже много белка. Вот, например, вы можете овсянку цельнозерновую, туда добавить орехи. Но это очень калорийный продукт получится. По аминокислотному набору все будет хорошо. Это заменит полноценный белок. Когда мы едим только растительные белки, мы что-то упускаем. Когда мы едим только животные белки, тоже что-то. Когда все это в комбинации, это лучше всего. Вы говорите, что белок важен для наших мышц. А как монахи в монастырях Шаолине набирают мышечную массу? Титаническими тренировками. Они едят растительный белок. Очень много продуктов из сои. Ну, вообще в Китае много продуктов из сои употребляют. И орехи они употребляют. Но, конечно, мышцы они набирают титаническими, мощными, кропотливыми тренировками, физическими тренировками. И вы можете, если вы можете стать вегетарианцем, веганом и тренироваться очень интенсивно, и вы тоже наберете. Монах из Шаолинского монастыря, он же не набирает мышечную массу из
растительного белка, он набирает мышечную массу, именно тренируясь. И еще один важный момент, что все эти монахи с самого детства не едят животные белки. И вообще жители юга Китая очень мало едят животные белки. Ну, красное мясо, как в нашем понимании, говядина, баранина, они практически не едят. У них много вот этих всяких насекомых и морепродуктов, да, вот там много. Но а так это тоже имеет значение. Если мы ели до 40 лет белок, мясо и вдруг отказались, тоже организму какое-то время, минимум 10 лет, потребуется для перестройки полностью обменные процессы свои. Как питаются люди с сахарным диабетом в странах, где едят только рис? Во-первых, в тех местах, где люди едят только рис, то есть у них бедность, да, не могут позволить мясо и так далее. Но они же не просто рис едят, они же рис с овощами едят. Там сахарного диабета очень мало, я думаю. Потому что у них нет переизбытка еды. А если уже есть сахарный диабет, ну у них, во-первых, рис другой, во-вторых, рис они едят в разном виде, в холодном, а когда в холодном виде рис ешь, так же как с картошкой, там крахмал превращается в резистентный крахмал, а резистентный крахмал — это уже клетчатка плохо усваивается ферментативной системой нашего кишечника, и из-за этого оно все выходит, не дает много калорий. Ну и овощей много они едят, вообще клетчатки очень много в этих странах едят, недостаток животных белков, у них переизбыток с клетчаткой. Можно ли молоть семена чиа перед употреблением? Нельзя молоть семена чиа. Семена чиа, это семена, которые набухают. Люди говорят, что семена чиа там могут застрять в пищеводе, потом с водой набухнуть и перекрыть пищевод. Ну, такое, я не знаю, такое, наверное, физически не может такое случиться. Поэтому они набухают. Вы даже, когда вы едите семена, вы, наверное, чувствуете, что если после поедания семян хорошо не ополоснуть рот, эти семена прилипают, во-первых, к зубам, и они, конечно, набирают в себя влагу и набухают. Ну, набухают, они не такие, что большие становятся. Поэтому нельзя молоть. Ешьте семена чиа в целом виде. Они должны в кишечнике набухать, абсорбировать на себя всякие нечистоты в кишечнике и все это выводить. Плюс они служат клетчаткой, кормом для бактерий нашей кишечной микрофлоры. Доктор Шишонин говорит, что супы есть не нужно. Что вы думаете? Мое мнение, что супы — это очень хороший ужин. С точки зрения тибетской медицины, если рассматривать с точки зрения баланса 3 дож, суп, даже приготовленный на мясном бульоне, очень хорошо успокаивает ветра. Плюс, если туда овощи и так далее добавляем, он становится более сытным, и овощи дают клетчатку, наполняет растительными волокнами наш кишечник и образует объем. Плюс жидкость и приготовленная пища, она становится теплого такого свойства. И вечером как раз подходит для усвоения, она быстро усваивается, долго не застревает в пищеварительном тракте. И, конечно, супы все, они низкокалорийные за счет жидкости. Объем дает, калорий мало. И мне кажется, это очень хороший ужин. Но если суп есть потом еще второе, в этом контексте я соглашусь с доктором Шишониным. Нельзя суп есть, потом еще и котлеты с пюре. Если хочешь набрать вес, перекусы полезны, я бы здесь добавил еще третий компонент. Если хочешь набрать вес, плюс для этого ты питаешься 3 раза в день, плюс делаешь перекусы и делаешь тренировки, силовые тренировки, для того, чтобы нарастить мышечную массу. В этом контексте перекусы полезны. А если вы просто будете есть много, еще и перекусывать, то, возможно, вы наберете вес, но за счет жира, особенно внутреннего жира. Если у вас проблемы с набором веса, то есть у вас тонкие ноги, руки тонкими останутся, а живот вырастет. У меня повышенный кальций. Какое питание предпочтительнее? Можно ли есть молочные продукты? Здесь важно, сколько вам лет, есть ли у вас остеопения, остеопороз. Повышение кальция имеет свои медицинские причины. Кальций, на самом деле, 99% кальция сидят у нас в костной ткани. Организм берет кальций из продуктов питания, из тех же кисломолочных, молочных продуктов и так далее, кальций содержащих продуктов. Но если эти продукты плохо усваиваться начинают,
кальций не достает, то организм начинает кальций выводить из своей костной ткани. То есть тогда кости разрыхляет. И именно в этих случаях начинает повышаться уровень кальция в крови. И там нужно смотреть щитовидную железу, паращитовидной железы, функции, да? Анализы все нужно сдать. Нужно определить причину. Здесь вопрос не в питании, можно ли есть молочные продукты и какое питание. Нужно выяснить причину повышения уровня кальция в крови и потом работать с этими причинами. Питание не поможет в этом случае.